Осторожно, осторожно, вот такими движениями. Видите? Она все стирает, абсолютно стирает все. Всех приветствую, друзья, на своем канале. Здесь я обучаю технике рисования сухой кисти и рассказываю всякие нюансы о том, о сём, как это все работает с самого нуля. То есть любой желающий может прийти на мой канал и с нуля научиться рисовать такие портреты, как рисую я. Друзья, сейчас я вам буду показывать уже, как они работают, эти кисточки. Вот так я всегда делаю. Беру палитру, приклеиваю скотчем. Немножко так хвостик оставляю, чтобы можно было быстро отклеить. Все должно быть удобно. Чем вам удобнее, чем качественнее вы работаете. Приклеили. Беру краску. Так, показываю краску. Еще раз. Кто-то мне там писал в комментариях, насмешил меня. Якобы я беру какой-то там графит растертый, пудру какую-то. Так смешно, друзья. Сажа газовая, масляная краска Сонет. Сейчас вы увидите, зачем нужно масло. Вот, сейчас я вам все расскажу, как это все работает, как стирает ластик и все такое. Вот. Итак, берем краску. Вот здесь вот, чтобы вам видно было. Видите, вытекает жидкость, да? Я специально взял тюбик, который я давно не открывал. Видите, вытекает жидкость. Это масло, которое уже в краске содержится. Берем и вот такими вот движениями равномерно с кончика загружаем кисточку. Чем вы ее больше загрузите, тем она у вас дольше будет рисовать. Вот. Вот на этом месте, на палитре, с наклеенной на нее бумагой, я растираю краску. Вот сейчас вот она как-то рисует, как-то непонятно. Вот она грязь, вот вы мучаетесь, что такое, почему. Я уже, наверное, не раз буду это повторять. Один раз я уже сказал, что со временем, с практикой вы поймете, как это работает. Вот. Но я вам сейчас все покажу. То есть вот так вот макать туда не надо. Нужно именно вот так, подкрадываясь туда, набирать краску. Сейчас у нас здесь много масла, поэтому к пигменту мы как бы мало подкрались, и поэтому кисточка краской слабо загрузилась, и поэтому у нас цвет такой прозрачный. Вот. А мы должны сначала взять столько краски, чтобы она у нас прям вот так вот делала, понимаете? Прям просто все закрашивала. И постепенно ее разгружайте вот на этой палитре, надавив на один бок, на другой, чтобы она у вас со всех сторон одинаково рисовала, чтобы это было для вас предсказуемо. Чтобы где-нибудь уже на конкретном портрете вы не получили какой-нибудь неожиданный сюрприз. И вот она, вот этот эффект. Понимаете? Вот это и есть принцип сухой кисти. Почему нужны маленькие или большие размеры? Потому что большой участок равномерно маленькой кисточкой затушевать невозможно. Это какое-то локальное место, понимаете? Где-нибудь там возле переносицы какие-нибудь носогубные складки, да? Обойти щечки там и все такое. Вот видите, если я вот так вот возьму, это значит внутри кисточки, сейчас я даже нарисую. Вот кисточка, да? Вот наша кисточка. Вот так я ее держу. Вот здесь мы загрузили краской. Сейчас я поработал. Сработалась краска с краев. А внутри, в середине, она накоплена осталась. А вам, прежде чем приступать рисовать,
уже на портрете. Вам нужно здесь, на палитре, ее всю разработать. Особенно, когда вы только учитесь, только начинаете. И только после этого уже, чтобы она вам неприятных сюрпризов не оставила, начинаете работать. Вот, видите? И стало видно фактуру бумаги. Скорлупа. Сейчас я вам покажу, друзья, растушевки большей площади. Возьмем для этого большую кисточку. Вот 20-очка, щетина, фирма Грааль. Прежде чем начинать рисовать, я ее вот так вот всегда разминаю, чтобы она разошлась, как говорится, потому что после того, как помоешь кисточки, тоже надо будет показать, чем я мою, как это я делаю. Там много тонкостей, которые вам облегчат жизнь. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте обязательно колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, которые я выпускаю. А сейчас я их буду, наверное, выпускать один за другим. Вот. Так, смотрите, друзья. Опять же, никакого масла я здесь еще не использую, потому что оно у нас выдавилось из тюбика, и мне его достаточно. Я немножечко возьму маслица, немножечко поработаю. Это у нас палитра. На ней же я и показываю, но вообще как бы на палитре всю грязную работу мы здесь делаем, потом переносимся только уже на портрет. Вот смотрите, я только маслицем смазал, и уже сразу кисточка начинает немножко рисовать. Видите? Поэтому для цветных портретов я использую совершенно другие кисточки. Черная краска, сажа газовая, она неистребима. Ее невозможно отмыть. Начинаю набирать. Точно так же, вот так, подкрадываюсь, чтобы это было равномерно. Побольше пигментика набираем. Вот смотрите, как это выглядит. Вот это очень важно все. Сейчас вот смотрите внимательно. Потому что, не знаю, сотни, наверное, просьб в комментариях. Пожалуйста, покажите еще раз, как вы загружаете кисточки. Вот так и загружаю. Сначала я смазал, значит, волоски. Кисточка стала с однородным покрытием везде. Вы видели, как хорошо я ее размял, да? После того, как масло взял. Она у меня смазалась. Пусть будет лишнее немножко. Убрать всегда можно. Это лучше, чем будет не хватать. Я вам больше скажу даже. Если лишнее, обязательно вот какой-нибудь лоскуток ткани какой-нибудь, да, можно убрать. Вот, кстати, по поводу того, как на ткани рисуют. Видите, здесь свои особенности на ткани. Она имеет какие-то там свою фактуру, какие-то нюансы. Вот. Ну, ладно, мы сейчас про другое. Не хочу с темы на тему прыгать. Поэтому, смотрите, загрузили мы кисточку, убрали лишнее. Вот. Теперь, значит, мы ее подготавливаем к рисованию. Мы ее тщательно растираем, убираем все сюрпризы всякие, там, какие только возможно. Вот. И начинаем тушевать. Осторожно, осторожно, вот такими движениями. Видите, здесь я уже больше участок могу сделать равномерным. Но такие однотонные равномерные участки на портрете не нужны. Они обычно где-то локальные и плавно перетекают один в другой, где-то светлее, где-то темнее. Вот. Но владеть кисточкой вам надо уметь. Поэтому тренируйтесь, пробуйте. Купите бумагу, израсходуйте сколько-то листов на это. Пусть лучше вы, как говорится, на кошках потренируетесь, да, чем на своих нервах потом на портретах, когда у вас будет не получаться. И вот так она работает. И сейчас смотрите, друзья, сейчас будет, как одна комментатор, одна девушка написала мне, что я обманщик, что это какой-то фокус-покус, что масляная краска
бумага сгниет и невозможно, значит, ластиком масляную краску стереть. Ну, я же не мазками накладываю. Я понимаю, что сейчас она смотрит, наверное, и берет свои слова обратно. Дальше я показываю работу ластика. Давайте познакомимся. Вот если вы такой фирмы найдете, то вам не придется экспериментальным путем искать тот ластик, который вам подойдет. Берем ластик, снимаем с него пленку, делим его вдоль пополам. Получается вот такая вот резиночка. Вот. Затачиваем эту резиночку таким вот напильничком. Получается вот такой вот результат. Вот. И вот таким результатом нам где-то надо что-то нарисовать. Видите? После этого у нас остаются так называемые, видите, такие вот катушки. Сейчас покажу, что с этим сделать. Заведите себе какую-нибудь кисточку, которой будете смахивать. Если будете смахивать руками, у вас будут грязные руки, и вы будете этими грязными руками оставлять следы на портрете. Вот и все. Для цветных портретов одна, для черно-белых другая. Вот. Ну, у меня для черно-белых она черная. А для цветных портретов у меня белая. Вот и все. Ну, чтобы не путаться, чтобы проще было. И вот так вот она работает. У нее, понимаете, вот она заточена, но она тоже притупляется. Бумага имеет шероховатую поверхность, она ее все равно стачивает. Вот. Видите, она все стирает, абсолютно стирает все. Но примерно час, два, три все уже краска стекленеет, и ее невозможно стереть. Вот так вот, друзья. Так работает ластик. И потом этот ластик у вас всегда под рукой, где-то рядышком должно стоять мусорное ведро. Мы над ним наклоняемся, поправили свою резиночку, ластик. Вот. И дальше продолжаем рисовать. А что же у нас происходит вот здесь? Давайте попробуем. Тоже стирает. Вы понимаете? Она тоже стирает. Ловкость рук и никакого мошенничества, друзья. Теперь про масло. Я же вам обещал про масло рассказать. Смотрите, я использую софлоровое масло. Вот. Вот такой фирмы. Оно дорогое. Оно еще давным-давно стоило 710 рублей. И ему уже года 2, наверное. Я уж и не помню. Его хватает надолго, поэтому... Причем я его использую и для масляной живописи. Тоже оно как бы расходуется. Но пишу я очень тонкими слоями. К маслу мы постепенно перейдем. Вот хочу вам вставить сейчас парочку портретов. Может быть 3. Посмотрите мою масляную живопись, да? Вот. Как оно используется? Давайте все-таки расскажу вам про масло. Масло, оно нужно для того, чтобы кисточка у вас равномерно работала. Потому что смотрите, что происходит. Она же имеет какую-то толщину, правда? Имеет. Давайте опять воспользуюсь карандашом. Вот наша кисточка. Вот здесь вот так вот, да? Вот край кисточки, вот эта область и вот эта область, она непосредственно с краской соприкасается. А в глубину она уже заходит немножко как бы позже. И поэтому, если у нас кисточка загружена неравномерно, то у нас получается, что она и рисует неравномерно. Понимаете? Она оставляет пятна или какие-то комочки, или точки бывает оставляет. Вот. Но это еще и зависит от качества бумаги. Бывает очень рыхлая бумага, она тут же скатывается, ее поверхность, и образует комочки. Вот. Поэтому мы сначала делаем кисточку равномерно смазанной, да, но настолько микроскопично,
Не для того, чтобы там краску масляную разбавить, да, а для того, чтобы смазать эти волокна равномерно. После этого лучше всего берем какую-то тряпочку, и это масло туда впитываем, и она все равно не будет обезжиренной, все равно они там будут равномерно смазаны, скажем так, да. И после этого она более равномерно загружается. Нету такого, что какой-то волосок отдельный сильнее краску взял, какой-то совсем ничего не взял. Понимаете? Вот для чего это нужно. Всего-навсего. И дальше опытным путем, много-много поработая. Ну, как много-много? Ну, вот таких вот кусков, вот сколько бумаги вот вы там закрасите, да, вы поймете, как она рисует. Пробуйте просто на бумаге, просто так это делать. Видите, она уже... Когда мне надо какие-то совсем светлые тона на лице, я ее до такой степени здесь вот на этой палитре проработаю, чтобы у меня почти не осталось краски. Вот она, видите, как выглядит поверхность холста. Видите, как она легко-легко делает дымку. Вот там меня в комментариях спрашивали, а как сделать плавный переход, градацию от темного к светлому? Вот так это и делается. По мере того, как краска уходит с кисточки, она рисует все светлее, светлее. И опять же давайте попробуем ластиком. Видите? Давайте попробуем полностью сотрем. Вот, видите? Полностью стерли. Вот так это и работает, друзья. Никакого волшебства. Все просто. Ну и в завершении, друзья, хочу вам показать, как мыть кисточки. Ну, я наглядно этого прям делать не буду, а это есть в другом видео, можно посмотреть. Просто расскажу пару лайфхаков, что ли, можно это так назвать. В общем, берем баночку. Я вот такие баночки использую. Очень удобно. Кстати, во время рисования, когда вы часто пользуетесь краской, вот это вот масло оттуда выходит. И вам где-то его надо будет брать отдельно. Я отдельно наливаю в крышечку такую. Раньше я покупал масленки там правильные какие-то. Они маленькие, не то. Тем более, когда большой кисточкой. Я туда просто не влазю. Особенно вот такими флейцами, да, понимаете? Вот это в самый раз. Поэтому тут не для красоты. Тут главный результат, чтобы был хороший. Вот. Значит, моем кисточки. Берем баночку. Наливаем в нее. Вот я покупал разбавитель номер 4 и разбавитель номер 2. И то работает приблизительно одинаково. Но разбавитель номер 4 это пенен, который добавляется при масляной живописи в тройник. Да? И разбавитель номер 2. Этот подешевле, этот подороже. Ну, иногда того или иного нету. И я беру то, что есть. В общем, мою я в этом. Вот в этом я мою. Дальше, после того, как я налил, я окунаю туда кисточку и пальчиком там мою. Кто-то мне советовал щеткой зубной. Ну, щеткой тут неудобно. Я делаю это двумя кисточками. То есть, вот так вот об одну, потом об другую сторону. Меняю кисточки. Вот, там это все достаточно хорошо, тщательно промываю. Потом вытираю все это. Вот. Откладываю в сторонку. И у меня здесь остается вот этот вот разбавитель номер 2 уже испачканной краской. Что я с ним делаю? Я беру пузырек какой-нибудь пустой и выливаю все это туда. Для чего? А в целях экономии. Потому что кисточки я мою 2 или 3 раза. Первый раз я мою их уже как бы в грязной жидкости. В разбавителе. А второй раз я наливаю уже чистый. И чистый, пока не будет уже чистая эта жидкость. Все это мою, чтобы потом мне было удобно рисовать.
Вот. Кисточки надо будет высушить, надо будет тряпочкой сначала обработать. Обычно я это делаю вечером, чтобы на следующий день работать уже с высохшими кисточками. Так вот, я сливаю всю эту использованную жидкость сюда. Она у меня оседает. Она у меня, видите, как получается? Видно вам, не видно? Краска вся оседает на дне. Вот. А эту жидкость, ну только надо не бултыхать ее, эту жидкость я потом повторно могу использовать для мытья кисточек. Вот. Таким образом я экономлю существенно разбавитель. Но в конце обязательно мою чистым. Обязательно мою. Никаким мылом там, фейри я это все не использую. Почему здесь написано СК? Сухая кисть. Здесь у меня есть еще пузырек. Здесь у меня масло. Почему я их в разные пузырьки сливаю? Потому что кисточки, когда масляной живописью занимаюсь, я использую не только масло, я использую еще и домарный лак. Сейчас покажу. Вот так это выглядит. Вот так. Домарный лак. Вот. И поэтому у меня здесь разбавитель уже с домарным лаком. Поэтому и пузырьки у меня отдельные. Вот, наверное, на этом все, друзья. Вот. Спасибо вам за внимание. Видите, как она там? Все равно она подкрасилась. Спасибо за внимание. Увидимся в следующем видео. Пожалуйста, ставьте ваши лайки, подписывайтесь с колокольчиком обязательно, чтобы вам приходили оповещения. Пишите ваши вопросы в комментариях, потому что читать ваши мысли на расстоянии я не могу. Вот, поэтому задавайте вопросы в комментариях. Вот. Спасибо большое за внимание. Увидимся в следующем видео.